Вот, включил. То есть уровень Бионета – это уровень мироструктур. То есть это вне нашей реальности находится. То есть откуда мы это знаем, что у нас есть такой мир структур. Ну, это у нас есть вот теория Кулакова, который эту теорию разработал и показал, создал математический аппарат вместе со своими учениками и показал, что вот такие структуры существуют. Но на самом деле физики многие уже склоняются к тому, что мир действительно наша реальность, она не одна, есть множество реальностей, и эти реальности как-то взаимодействуют друг с другом через вот этот мир структур. Поэтому мы, может быть, существуем не только вот в этом мире, но и в других мирах существуют наши двойники. Вот. Какова заслуга Кулакова в этом? В том, что он показал, что не всякая структура может быть реализована в мире структур. То есть там такой у него был ученик Михайличенко, который такую теорему доказал. Какие структуры могут быть, чем они отличаются друг от друга, ранги этих структур, то есть как иерархии, какие там выстраиваются в этих структурных делах. И показал, что есть возможность с этими структурами взаимодействовать с одной стороны, но то, что реализуются только структуры, которые вот в матрице этих структур находятся на главной диагонали, и плюс-минус единица по рангу. Если брать теорию Верета, да, который говорит, что тоже вот есть параллельные реальности, и их много, и они все время появляются новые и новые, то там, в общем-то говоря, нет. То есть вот там у него как бы каждое изменение в этом мире, оно приводит к появлению новой реальности. Но тогда их бесконечное множество. Вот. А здесь уже как бы у Кулакова есть определенная система. Да? То есть система этих структур, которая вот, взаимодействует с нами в нашем мире. Поэтому вот эта структура Бионета, о которой я говорю, с которой каждый может взаимодействовать, присоединившись на сайте Инфоинститут к этой структуре, и которой сейчас мы тоже взаимодействуем, потому что она нам к этому каналу Zoom тоже присоединена. Эта структура помогает нам вот отстраивать вот эти связи с миром структур. А это уже не энергоинформационная связь, это, скажем так, структурная информационная связь, это как бы другой уровень отношений. Так и хочется себя пригладить, потому что у меня прическу все время виртуальный фон делает. И вот к этой картинке, которая у нас там на заднем фоне, тоже присоединяет одна из структур, с которой мы тоже здесь можем повзаимодействовать. Но сегодня мы еще взаимодействовать будем еще двумя структурами, о которых мы говорили в анонсе, с которыми мы уже в прошлый раз взаимодействовали. Это структура космос, да, то есть тем более она у нас новенькая. У нас выпустили мы новый космос. Картинку я не покажу, у меня сейчас их на руках с собой нету, но они уже в наличии имеются. То есть, но они в Санкт-Петербурге были сделаны, поэтому они пока только там. Вот. Но в принципе их уже можно заказывать, эти новые космосы, которые мы увеличили мерность этих структур, и тем самым мы можем более глубоко взаимодействовать с этим миром структур, соединяя вот эти свои световые связи, восстанавливая их через вот это взаимодействие с этой структурой. Мы сегодня еще повзаимодействуем с космосом, с расчесочкой космос, и сможем с помощью нее... О, смотрите, как она мне убирает ее. Оп, если вот на лице она есть, а туда ее уже нет. Вот так она становится невидимой. Вот с этим космосом мы опять попробуем наладить связи не только с макрокосмосом, но и с микрокосмосом сегодня. Попробуем повзаимодействовать через коллективное взаимодействие, через Бионет. Вот. Ну и структура энергия времени. Да? Давайте на нее еще раз посмотрим, на эту карточку, но только тоже через описание. Такая вот карточка с рисунком Ирины Виноградовой называется «Энергия времени». Эта карточка делалась для того, чтобы мы могли более эффективно взаимодействовать с то, что еще мы называем энергия денег. То есть все говорят, что деньги – это энергия. Ну и подумалось, что если это энергия, то давайте мы попробуем сделать какую-нибудь структуру, которая бы нам позволила с энергией денег более эффективно взаимодействовать. Ну и поэтому родилась вот эта вот структура энергия времени, потому что время – это то, что мы тратим на получение денег.
на зарабатывание, то, что как бы с ним каким-то образом взаимодействовать. Поэтому вот такая вот карточка новая у нас появилась. Поэтому ее тоже уже можно начинать заказывать или присоединяться к ней через сайт Инфоинститута. Она уже доступна для пользователей, для тех, кто хочет. Но так как у нас энергия времени, то давайте мы с ней поговорим об этой энергии и поставим, во-первых, задачу. То есть давайте каждый сформулирует себе какую-то задачку из этого, из финансовых каких-нибудь своих задач, которые есть. Может быть, сначала небольшую, то есть на что там нужны деньги, но опять же, на что они нужны. То есть не вообще как бы деньги как таковые, надо и побольше. Как бы, если мы так формулируем, то оно как бы непонятно, для чего они нужны. А конкретные цели и задачи, на которые вы считаете нужны вам финансовые ресурсы. Вот. И будем сегодня вот эту задачку как-то здесь отрабатывать через наше коллективное взаимодействие. Значит, почему мы каждый раз пытаемся повзаимодействовать еще с космосом? Потому что космос, структура у нас завязана на наше световое тело. Да? То есть у нас есть световые волокна, через которые мы взаимодействуем с этим миром. И хотим мы или нет, но эти взаимодействия постоянно идут. И важно, чтобы вот это наше световое тело, оно было чистым, аккуратным, ровным, без всяких спутанных вот этих вот каких-то вещей, которые могут в нем наблюдаться. Да? То есть, чтобы то, что там, допустим, внедряется внешне, то есть можно было убрать, а то, что полезное, можно было переработать и своей аурой повзаимодействовать. Но то, что она существует, мы уже, помните, уже у нас неоднократно мы отрабатывали, это можно увидеть, хотя бы даже почувствовать свою собственную ауру, да, как она работает. Вот мы говорили, берем тогда вот руки, трем их, да, и вот попробуем наши световые лучики, которые у нас есть, и которые мы можем увидеть на аппаратах Кирлян, пробуем их сначала вот вычистить, да, то есть усилить и вытянуть как такие лучи. Мечи джедая. Вот. У нас вот есть лучики, которыми мы вот можем друг на друга посветить, можем себя просветить, можем кого-нибудь погладить своими вот световыми лучами. Поэтому дальше мы берем и говорим, вот у нас есть экран, ладошка. И есть вот два пальчика возьмем таких, вот два луча мы, как один такой луч лазерный, направляем к себе на ладошку. И пробуем ощутить, вот как эти лучики касаются нашей ладошки. И начинаем этими лучиками рисовать, ну, кружочек, например, да, и пытаемся ощутить, как на другой ладошке этот кружочек у нас возникает. Вот, нарисуем. Или треугольничек, раз. И ощущаем, что на другой ладошке у нас появляется какое-то ощущение. И оно разное. Вот когда кружочек мы рисуем, это одно ощущение, да, то есть оно как бы отрабатывается как такой круг на ладошке мы ощущаем. Если мы берем треугольник, то уже другое ощущение. То есть потом берем, бросаем, и опять другую ладошку, пробуем на ней. Теперь она у нас экраном будет. Значит, опять направляем луч на ладонь, на свою. И пытаемся нарисовать опять же кружочек. И ощутить на своей ладони, как этот кружочек у нас ощущается. То есть что там. У кого-то это щекотание, у кого-то это покалывание, у кого-то это холод, у кого-то тепло. То есть самые разные могут быть ощущения. И у всех они не могут быть они одинаковые. И опять треугольничек, например, да, нарисовали. Теперь крестик рисуем. Крестик. Вот. Мы видим, да, то есть что свет у нас есть, что мы все светлые личности, световое тело у нас существует, и поэтому нам с ним надо как-то работать. Но работать мы будем сейчас по-другому. Немножко как бы последовательность. Вот мы говорим, с энергией времени работать, но давайте с ней поработаем. Куда она у нас теряется, энергия времени? На всякую ерунду.
Да, то есть мы как бы делаем не только полезные вещи, которые нужны нам, другим, да, но и тратим время также в своей жизни на всякие разборки каких-то полетов, на пережевывание каких-то неприятностей. После радости неприятности по теории вероятности, но вот эта вероятность неприятностей почему-то всегда больше у большинства. Да? То есть, как я не говорю про вас, я говорю, вот если взять социум, то очень часто люди, когда встречаются и говорят, один просит другого рассказать, как дела, тот начинает рассказывать, какие у него с ним произошли несчастья или что там ужасного в мире произошло. Даже если мы новости начинаем смотреть, мы тоже видим какие-то всякие ужасы. И вот. Но у нас же вот эти световые связи, мы же все связаны друг с другом, да? Значит, мы по этим световым связям начинаем этими ужасами обмениваться. Да? То есть вот вспомните фильм «Аватар». Это же так, замечательный фильм, показывающий, как вот люди могут взаимодействовать с миром по-другому. Да, то есть через вот что-то эфемерное, но оно существует. Да? То есть как там вот некое дерево Эйви, оно фактически управляло всей планетой. Но не само по себе, да, то есть, а через вот какие-то связи, через которыми все связаны были эти живые существа на этой планете. Но на самом деле мы все связаны друг с другом. Только вот есть такая иллюзия коллективная, иллюзия разобщенности, что вот тело – это вот только вот граница вот нас, и все. Это вот и есть тело. А то, что наше тело, оно может быть вокруг нас еще, и близко, и далеко, вот это вот не применяется и не рассматривается. Да? Поэтому отношения вот строятся на базе того, что вот тело-тело. Да? То есть, а вот как на больших расстояниях может быть близким, это, к сожалению, не принимается во внимание, этому не обучают. Единственное, вот где там обучают, это вот в системе, которую создал Борис Евгеньевич, это вот называлась она Академия фронтальных проблем, а еще расшифровка этой вот аббревиатуры, которая была Международная ассоциация фантазийных проектов, МАФП. Да, то есть вот этой ассоциация как раз и занимается разработкой технологий, которые позволили людям взаимодействовать совершенно на других уровнях связи и отношений. И тут есть множество людей, которые прошли обучение в этой системе, которые могут уже много чего другого, и они познали, что такое светотворчество, время творчества, жизни творчества, и это как-то успешно применяют в своей жизни. Но нет пределов совершенству, как бы этими вещами можно заниматься всю жизнь и усиливать, и находить все более новые вещи в этом прекрасном мире. Вот в силу того, что мир прекрасен, мы и будем, исходя из этого, с вами вот это прекрасное находить. То есть вот, допустим, да, то есть что мы сейчас будем делать? Мы будем такую простую практику делать. Есть стандартный вопрос, как дела? Да, то есть как бы, и можно начать его с такого стандартного ответа. Со мною, сегодня или вчера, да, случилось чудо. И это чудо, об этом чуде надо рассказать. То есть что хорошего с вами произошло в вчерашний день. Сейчас я секунду. Меня на это натолкнула дискуссия вот в нашем светличном чате, который в WhatsApp. Как бы там народ постоянно что-то пытается какой-нибудь разместить в этом чате, что-то такое, чтобы оно, по их мнению, очень важное и нужное, и надо всем знать. Но так как это все, опять же, некая суета, которую нам очень успешно пытаются внедрить в наше сознание и отвлечь наше внимание туда, да, то есть слить нашу энергию, то вот как раз произошло интересное событие. То есть вдруг я на одном форуме увидел сообщение Иванова Алексея. Я его попросил перепечатать его в чатах наших. И вот я его прочитаю сейчас, потому что он тут еще кучу фоток к нему сопроводил. Просто человек вышел на улицу и увидел, как все замечательно, какой замечательный мир. Вчера после работы. Гулять пасмурно, сыро и холодно. Иду домой. Начался дождь. Крупные капли барабанят по подоконнику. Сажусь ужинать. Вдруг деревья освещаются золотым светом. Я к окну.
Так и есть, вот она. Дыхание замирает от красоты, яркие контрастные краски, но сбоку сквозь деревья видно мало. Быстро одеваясь, бегу на улицу. Капли мягко шлепают по капюшону. Останавливаюсь около дороги. Дальше поток воды. Ладно, в просвете между деревьями видно почти половину. Снимаю. Прохожие смотрят под ноги, обходят лужи. А я смотрю в небо, улыбаюсь и снимаю, снимаю, снимаю. Вот висят капли на набухших весенних почках. Вот две девушки под зонтом идут прямо по центру, перепрыгивают лужу. Оглядываясь на запад, солнце посылает закатные лучи. Чувствую, что дождь стихает. Можно поискать другую точку съемку. Иду, пытаясь обходить лужи. Вот и ее дуга изогнулась над домом, обняла ее своими руками. Перекресток залит водой, машины выпускают фонтаны брызг, но туча уходит, светлеет. По краю, на котором еще виден красочный кусочек на голубом небе, из разводов белесых облаков появилась бледная половинка луны. Дождь закончился, мир отражается в лужах. Время жизни, чудо природы наполнило мое сердце восторгом и вдохновением. Ну вот пример, как человек увидел красоту момента и им поделился. Это радует. Почему? Потому что это действительно некий созидательный посыл, потому что мир, он действительно прекрасен. Да, то есть и наши вот социальные связи, которые мы выстраиваем в этом мире, они нас как-то сильно зацепляют за себя и не дают вот этой красотой восторгаться. А чудеса и красота, как бы она на каждом шагу. И важно увидеть это, да, и обратить на это внимание. Мы говорим, что энергия, она идет туда, куда наше внимание. То есть, вот вы направили куда внимание, туда отправили энергию. Но если вы увидели красоту и гармонию, вы по обратной связи получили красоту и гармонию. Да? То есть, потому что она к вам пришла, и она теперь у вас. А если вы увидели грязь, запустение, там, мерзость и так далее, то вот это же самое к вам обратно возвращается. Потому что связи двусторонние. То есть с миром структур мы не можем взаимодействовать в одну сторону. То есть туда что-то послать и сказать, вот, пожалуйста, доставьте вот эту посылку по такому-то адресу. Если мы туда сообщение отправили, то обратно нам придет какой-то результат. Вот какой мы туда послали, с каким настроением, ощущением, состоянием своим, ну, такое же к нам и вернется. Поэтому вот такую практику предлагаю сделать. Сейчас взять микрофон и попытаться вспомнить, ну, вернее, сначала вспомнить, потом взять микрофон и об этом рассказать, что хорошего с вами произошло, какие замечательные вещи вокруг вас вы увидели. То есть, ну, не обязательно это про красоту природы, но с вами же все время что-то происходит. То происходит же не только плохое, но во многом происходит очень хорошее, замечательное, чудесное, прекрасное, великолепное и радостное. Вот как бы поделиться вот этой радостью. И хочется, как бы, чтобы вот у нас уже Надежда просит микрофон. Ну, давайте. Значит, опять настраиваемся на вот этот вот каналчик наш, связанный с энергией времени, да, то есть как бы и начинаем вот эту энергию времени наполнять радостью и красотой, и счастьем. Вот. И хочу поделиться с вами чудесами, которые случились вчера со мной, такими приятными. Все мы помним о своих родных, и вот в дни подготовки к Пасхе приводим могилки наших родных в порядок. Вот. И мы вчера тоже поехали с Андреем на кладбище, садили цветочки там. И вот я стою, молюсь, и как бы вот очень хотела, чтобы моя молитва и просто мой разговор был услышан наверху там, да, и души моих предков, вот, и родителей, там, брата. Вот все, что я им говорила здесь, сейчас, находясь вот на могилках, да, чтобы оно было услышано. И такая стою, ну кто же донесет, вот, ну, если я что-то не так говорю, кто же донесет им туда, да? И в этот момент мимо меня прям вот так вот птица пролетает. Так как она рядом была, пролетала, она мне показалась очень большой, такое впечатление, что она крыльями меня, ну, как бы задела. И она вот так раз и вверх. Ну, то есть вот, вы понимаете, меня переполнило в этот
момент такое чувство, вот что все, что я сейчас сказала, оно действительно, оно туда улетело. Я еще долго смотрела вслед, куда она прям в небо вот так вот прям ушла. И вот это было состояние действительно, знаете, счастья, когда вот клеточки твоего тела, вот они все вот прям такими, ну, мурашками, такими искорками идут. Вот это одно чудо. И еще такое чудо тоже произошло. Ну, мы подумали, куда нам деть майские праздники. Надо использовать это время с толком, значит, и с пользой, и с приятностью. И решили поехать в Москву на эти дни, заняться арт-творчеством с Еленой Городиловой. Вот. Все сошлось буквально мгновенно, мы там созвонились и все. Ну вот как понятно, что нам еще кто-то нужен, да. И как бы я в чате в нашем пишу Оксане Фроловой, что мы скоро увидимся. И ничего больше не объясняю абсолютно. Вот. И вчера мы едем, то есть это я написала накануне, и вот вчера мы едем в машине, и звонит девушка Оля Потапова, наша тоже хомячка, вот, и она говорит: Надя, а что ты написала? Вы что, в Москву собираетесь? Ну, так как она знает, что Оксана Фролова в Москве живет. Вот. И я говорю: да. Она: ну, мы чуть попозже поедем. Я говорю: а когда? 2 числа. Я говорю: а мы тоже Фролов, 2. То есть, вы знаете, вот никому не говоря, не тратя время на рассылку сообщений, не тратя время на объяснения, на какие-то звонки. Вот человек научился читать между строк, и вот даже совпадение с временем выезда, с датой выезда, с тем временем, которое мы там будем. То есть они совершенно отдельно планировали там быть. И вот это вот совпадение, оно меня поразило до глубины души. Я, вот знаете, а дело в том, что я очень хотела, чтобы кто-то поехал с нами еще из Тольятти. Ну, такая мини-экспедиция. Естественно, там в Москве у нас будет еще хоровод событий. Вот. Я, может, долго говорю, но вот знаете, это именно чудеса времени. То есть когда ты находишься с людьми на одной волне, то есть движение в каком-то позитивном ключе событий, вот, то ваши желания совпадают, и они совпадают в точку и во времени, и в пространстве. Да, вот я немножко еще поясню, да, вот что мы сейчас делаем, чтобы было ясно, да, то есть, смотрите, вот мы говорим, когда, например, хотим сделать вино, например, хорошее, да, качественное, нам что нужно? Нужен хороший виноградный сок, хороший виноград, хороший выращенный в определенных условиях там и так далее, да, то есть как бы нужен, то есть исходный материал хороший. Вот. Если мы что-то хотим, допустим, там вырастить какое-нибудь растение, то есть, опять же, нам нужны хорошие семена. Если мы хотим сделать, допустим, дом, нужны хорошие стройматериалы, да, то есть, вот, то есть из плохого чего-то, ну, хорошее не может получиться, да, поэтому, если мы говорим о будущем, которое мы хотим, чтобы у нас хорошее получилось, то нам нужно, чтобы у нас было хорошее прошлое. Да, то есть из этого хорошего прошлого мы можем тогда что-то строить уже. Поэтому мы сейчас вот в чем занимаемся? Мы ищем вот это хорошее, качественное прошлое у каждого немножко, да, как бы пытаемся из него собрать некий такой фундамент, на котором можно что-то уже дальше будет построить. Давайте, кто еще нам расскажет хорошее что-нибудь про чудо, которое с ним произошло. Вчера, сегодня, завтра. Может быть, завтра произойдет чудо, а вы уже можете о нем сегодня рассказать. Так, ну что, давайте вот что мы теперь. Теперь мы перейдем, ну, как бы вот мы некую базу заложили определенных чудес. Я так смотрю, я думаю, наверное, у всех, если что-то вспомнить, всегда есть что-то хорошее. Поэтому мы давайте вот дальше это хорошее будем превращать в еще лучшее. Ну, потому что количество чудес будет расти, если мы будем обращать на них внимание, хороших вот вещей. Да? У нас даже есть вот такой ролик на YouTube по поводу счастливого случая. Да? То есть, что если мы хотим, чтобы у нас что-то хорошее происходило, то нам надо что-то хорошее сделать самим. Да? То есть, если нам что-то не нравится, ну так, если мы можем это исправить, ну давайте исправим. Да? То есть, это приходят люди, говорят, вот, там кругом мусор, грязь, так, ну давайте соберем какой-нибудь мусор, вывесим его, вынесем, уберем.
То есть где возможно. Где невозможно, ну что это обсуждать, как бы нам совершенно время тратить некогда на все эти вот, на всякую ерунду. Но если мы начинаем вот усиливать вот эти вот положительные моменты в нашей жизни, то мы начинаем вытеснять из своей жизни вот все нехорошее. Да? Потому что какая задача, вот если у человека что-то со здоровьем не так, ну, значит, надо убирать количество, добавлять количество здорового, а нездоровое, то оно будет само вытесняться. Ну, за счет действий живых каких-то и так далее. Значит, давайте мы сейчас попробуем такое вот промежуточное действие с расческой сделать, да, а потом еще что-нибудь пофантазируем. Значит, сейчас мы вот что попробуем делать, да, то есть у нас есть, мы как бы такой ритуальчик небольшой. Если у кого есть какое-нибудь растение в доме, то можно его использовать. Сейчас будем расчесывать растение. Какой-нибудь взять цветочек. Если есть денежное дерево, это будет еще лучше, потому что денежное дерево будет взаимодействовать с энергией времени. Я тут, когда структуру эту сделал, энергия времени, то думаю, ну, надо ее прилепить к денежному дереву и посмотреть, как денежное дерево будет расти. Вот. А оказалось, что оно стало расти буйным цветом. А у нас тут, когда сильные морозы были, то на балконе оно стояло, то все другие денежные деревья погибли или сильно там. А это нет. Это как было, так ему было хорошо. И оно стало цвести. Я первый раз в жизни увидел, как цветет дерево, денежное дерево. То есть, ну, то есть, вот, ну, такое сейчас крепенькое, толстенькое. Поэтому вот структура энергии времени позволяет нам выращивать магические денежные деревья, потому что не всякое денежное дерево может быть магическим. Поэтому мы вот поэтому, если у вас будет структура денежное дерево, вы его можете поставить перед этой структурой и с ним повзаимодействовать. Вот. Поэтому мы сейчас берем, ну, сначала мы расческой попробуем себя опять расчесать, но нам свое собственное поле надо сделать, да, то есть как бы, а потом возьмем это растение, да, если оно тут совсем не рядом, его невозможно, допустим, рядом поставить, но мы тогда его можем на расстоянии начать расчесывать. Но мы будем сейчас идти как бы в глубину, в сторону микромира и налаживать вот эти связи, да, то есть свои собственные с микромиром. Потому что где-то на каком-то уровне Бионета все микромир и макромир, он везде связан друг с другом. Значит, берем тогда сначала расчесочку и начинаем работать с собой. Сначала расчешем себе нимб. Ну, у каждого там есть, светится что-то, да, то есть это что? Это у нас вот то, через что к нам приходят мысли. Вот если мы говорим, что нам надо, чтобы мысль какая-то пришла такая нужная, да, то есть мы задаем вопрос, да, то есть через вот ауру его отправляем его, вопросы эти нужные куда-то, а потом к нам приходит из Бионета мысль через что? Через вот этот вот световой нимб, который у нас есть над головой. Он есть у каждого. Ну, у кого-то сильнее светится, у кого-то слабее. Те, которые святые, а их вообще как бы видели почти в визуальном, что у них что-то вот над головой есть такое. Поэтому свой нимб давайте мы расчешем. Потому что мы такие великие все. И нам надо, чтобы у нас уже при жизни нимб возник, и мы им пользовались. Потому что это же все-таки система информационная, поэтому мы его вот расчесываем. Свой собственный нимб и делаем его, и связываем его с космосом все более и более крепкими связями. Теперь расчесываем свои руки. Руки как тот инструмент, который мы можем из этих вот световых нитей что-то сплетать. Потому что одно дело, эти нити есть, и они какие-то ровненькие, да, то есть, а другое дело, что это инструмент плетения световых нитей в этом мире. И мы можем сплетать нужные структуры, нужные нам магические связи.
создавать. Расчешем душу, чтобы на душе стало легко, чтобы легкая душа у нас была, чтобы она парила. И мы могли слышать этот мир своей душой. И не только слышать, но и отдавать ему свое душевное тепло. Потому что у нас его достаточно. От того, что мы с кем-то поделимся своим душевным теплом, у нас меньше не станет. Поэтому наша душа может парить со множеством душ, которые вокруг нас есть. Расчешем также свое туловище. Расчесываем свой скафандр световой. Мы в этом скафандре, в этом мире живем. И через него мы можем познавать этот мир. Поэтому заботимся о себе. Если где-то что-то вот чувствуем, что-то не так, давайте там как следует поработаем в этом месте, усилием. Ножки расчесываем, которые дают нам опору в этом мире. Мы крепко стоим на ногах и устойчиво. В этом равновесии в мире находимся. А теперь возьмем на нашего друга, обратим внимание, зеленого. Я говорю, если он здесь в доме нет, но в окно можете посмотреть, там есть какие-то деревья. Взаимодействовать с ними. Это тоже наши друзья меньшие. Все обычно говорят питомец. Питомец это подразумевает, что это питомец какое-то животное. Кошка, собака. А есть питомцы, которые в нашем доме живут. И от того, как они живут, нам тоже, мы с ними связаны. Если они будут жить хорошо, и нам будет хорошо. Если им плохо, и там не будет хорошо в этом. Поэтому расчесываем наше любимое растение. И тем самым мы взаимодействуем с этим миром растений, от которого мы все зависим. Поэтому мы не только это растение расчесываем, мы расчесываем весь зеленый мир. В лице этого растения. Это растение нам обеспечивает связь с этим. Мы как бы расчесываем каждый листочек, каждую веточку. Потому что у растения тоже есть световые связи, как у всего живого. Теперь эти растения состоят из чего? Эти листочки, из клеточек. И мы состоим тоже из клеточек. Поэтому вот эти связи с клеточками начинаем расчесывать каждую клеточку этого растения. Каждую клеточку у всех живых объектов. Поэтому мы на клеточном уровне взаимодействуем сейчас. Представьте себе, что в этой клеточке это же громадный мир. Там неизвестно даже, что многие еще ученые не знают, что в этих клетках находится. Поэтому расчесываем эти вот клетки, наши и клетки растений. И митохондрии, которые там нас обеспечивают энергией, эти растения. Берем митохондрии, их там много в каждой клеточке. Их там тысячи могут быть. Может, одна-две, а в каких-то клетках тысячи.
И расчесываем связи, энергетические связи, энергии времени с этими энергиями растения налаживаем. И расчесываем сразу все митохондрии, которые есть в этом растении, все митохондрии, которые есть в других растениях. Во всем живом мире митохондрии начинают сиять волшебным светом. И эти митохондрии становятся яркими и волшебными. Но эти митохондрии, у них же там тоже есть, и у клеток есть ДНК. Это молекула такая, длинная-длинная, но свернутая, компактно. Поэтому берем и начинаем расчесывать ДНК. И митохондриальную, и клеточную. Поэтому берем сейчас все ДНК в мире живых растений, мы их начинаем расчесывать. Ну, в лице вот того растения, с которым мы начинаем взаимодействовать. И все ДНК начинают восстанавливаться, начинают налаживаться связи, начинают налаживаться с миром растений у нас связи на уровне генов. Ведь на самом деле гены у нас очень похожи у всех. У нас 80% тех же самых генов, что и в растении. А код генетически одинаковый абсолютно. Что у растений, что у животных. Поэтому если мы на уровне кодов начинаем взаимодействовать, генетического кода, то мы фактически, восстанавливая коды растений, начинаем восстанавливать свои собственные коды. Коды ДНК, коды энергии времени, которую мы на самом деле и все время используем, даже если этого мы не замечаем. Но эти ДНК состоят из атомов: кислород, углерод, водород. Это родовые системы. Родовые системы у нас общие. Что у животных, что у людей, что у растений. Это одна и та же система. Базовые родовые системы. Поэтому мы начинаем взаимодействовать через кислород, углерод, водород и азот. АЗ, как первая буква алфавита. Мы начинаем взаимодействовать со всеми атомами этого мира, восстанавливая родовые связи и восстанавливая связи с миром стихий. Потому что углерод – это земля, водород – это вода, кислород – это огонь, а азот – это воздух, потому что большая часть воздуха – это азот. И он не менее важен для нас, хотя и называется безжизненным, французского переводится, но на самом деле он не менее важен, чем другие элементы. Поэтому мы, взаимодействуя с атомами, как первоосновой, мы взаимодействуем одновременно и со стихиями этого мира, потому что все взаимосвязано. Но атомы, они состоят тоже из чего? Нейтроны, протоны, электроны. И почему-то они все одинаковые. Физики страшно удивляются, почему электроны все одинаковые. И даже высказывается предположение, что это проекция одного и того же электрона, только многомерного. Он просто множественно отображен в этом мире. Поэтому мы начинаем расчесывать электроны. Электроны, которые находятся в этих растениях, такие вот светящиеся. Берем электрончики и их расчесываем энергетические уровни атома. Потому что электроны, они на разных уровнях находятся. Есть какие-то более энергичные, есть менее энергичные. Но надо, чтобы у нас все уровни атома были, сияли и светились. Поэтому каждый атом начинает переходить в состояние радости.
любви и счастья, потому что все электрончики у нас расчесаны. А также в ядре, доходим до ядра. Вот оно, ядрышко, в каждом атоме. Теперь это ядро мы начинаем расчесывать тоже. Поэтому ядерные силы, силы сильного взаимодействия, чтобы наше взаимодействие с миром были сильными, мудрыми, целостными. И от этого увеличивается количество любви, которое мы можем с этим миром взаимодействовать. Мы начинаем ощущать эту любовь. Любовь на уровне атомов, на уровне протонов, нейтронов, на уровне кварков, из которых состоят эти нейтроны. А кварки там у нас разные есть. Все спрашивают, а где же антимир находится? А он в каждом, потому что у нас есть и кварки, и антикварки, и они все связаны в единые частицы. Из них и получаются и нейтроны, и протоны, и электроны. И кварки могут отличаться цветом, могут отличаться светом, могут отличаться своей степенью влюбленности и притягательности. И тем самым мы расчесываем до самого глубокого уровня всю Вселенную, представленную вот в нашем комнатном друге, в нашем растении, любимом нашем братье или сестра, не знаю, кто оно там у нас, какого оно пола, но не важно. Важно, что мы налаживаем новые связи с этими растениями, с миром живых существ нашей планеты. И на этих связях мы начинаем строить новые связи, те, которых еще никогда не было, которые нам дают возможность создать что-то новое в этом мире, чтобы этот мир стал лучше, чтобы из него начало вырастать новое, светлое будущее. Есть такая гипотеза, что вся Вселенная – это такой большой атом. Если мы уходим глубоко-глубоко в микромир, мы в конце концов выходим на уровень всей Вселенной. Ну вот. Давайте теперь... Ну, как бы, давайте сейчас не будем тратить время на обсуждение. У кого нет расчески, я тут не видел, да? То у нас вот расческа, пальчики. Мы можем расческой вот рукой это делать. Нам не обязательно. Но здесь у нас... Почему может получиться? Потому что структура космоса у нас к этому каналу присоединена, и мы могли бы с ней взаимодействовать только руками. Так. Теперь вот что мы давайте-ка... Вот. Взял гантели. Ну, отлично. У него... Можно и гантелями мир расчесывать. И главное, чтобы движения были. Да? То есть, когда как мы светимся, то мы все равно своими световыми связями с миром взаимодействуем. Ничего у нас в руках не важно. Хоть гантели, хоть расческа, хоть просто ничего нет. Так. Ну, смотрите, вот мы сделали, там у нас был сейчас заход в прошлое. Теперь давайте попробуем поговорить о будущем. Мы вот как бы сейчас создали определенный уровень связности с миром, да, то есть через вот взаимодействие с расческой. Теперь на этих уровнях связи попробуем пофантазировать. Да, то есть опять же о хорошем, о будущем. Это на самом деле сложнее.
какое будущее вообще мы хотим? Что в будущем мы считаем должно быть? То, что уже есть, или то, что вот вы думаете у вас будет, может быть не у вас, может быть у кого-то другого. Что бы вы считали, что вот в будущем должно проявиться, и это будет действительно для мира хорошо? Ну, такая непростая задачка. Мы же хотим к светлому будущему прийти. Ну или ладно, давайте не будем мы как бы вот нарушать эту связность, как бы, да, то есть как бы вот это домашнее задание. Домашнее задание взять и придумать, ну, пофантазировать просто. Вот, что вы хотите от этого будущего? Зачем оно вам? Какое оно должно быть? Что в вашем будущем должно проявиться, чтобы оно было действительно светлым будущим? Вот если вот такое будущее, то это светлое, а если другое, то не такое. Ну, если предположить, что все, что не делается, все к лучшему, то мы как бы будем предполагать, что все, что с нами происходит, это вот к чему-то хорошему. Потому что вот мы просто можем часто не видеть связей каких-то. Они у нас есть, но они локальные, локализованы где-то, и мы поэтому не замечаем общих связей. А так как вот мы сейчас связи наделали побольше, на больших масштабах, в микромире и макромире, то мы можем через эти связи попробовать вот это будущее с ним повзаимодействовать. Поэтому мы его оставим виртуальным, виртуализированным, как на представление. То есть нам что надо? Представить. Да? То есть мы можем не обязательно это в слова облечь, но можем представить, прочувствовать, ощутить, что мы вот в этом будущем находимся, в этом светлом будущем уже оно есть. И мы стремительно приближаемся и будем в этом будущем иметь какие-то связи другого уровня. Не те, которые у нас есть, да, сейчас, но так как мы их развиваем, мы двигаемся вперед, то в конце концов у нас эти связи станут еще лучше. Ну, давайте расскажем, что у нас происходило вот при взаимодействии с миром растений. Спасибо, Оксана. Ну, действительно, мы же здесь, когда вот начинаем соединять разные связи, да, то есть у нас появляется возможность проявить нечто, вот как создание нового света, да, то есть это всегда зарождение некой жизни. То есть она вот у Оксаны проявилась вот в такой картинке, которая, ну, как какой-то действительно ребенок. Потому что мы же видим на самом деле картинки, которые связаны с процессами, но не всегда мы можем увидеть истинную картину, потому что у нас не за что зацепиться. А вот преобразование этой картинки в какую-то понятную, знакомую вещь, да, то есть оно может как раз сигнализировать, что вот да, получилось вот что-то такое новенькое создать в этом коллективном взаимодействии. Потому что когда мы говорим о бионете, есть возможность вот энергию времени, о которой мы говорим, да, то есть о структуре вот энергии времени, мы ее можем задействовать через сетевые связи, да, то есть и тогда энергией мы начинаем обмениваться на другом уровне. Не только локально, как бы вот ты мне, я тебе, да, то есть как бы, а мы выходим на уровень сетевых связей, потому что вот одна из сейчас гипотез, которая активно обсуждается в научном мире, и на самом деле находит подтверждение, что вся Вселенная это такая глобальная нейросеть, которая сама же себя изучает, то есть через нас самих. И поэтому мы с этими сетями мы должны взаимодействовать тоже как сетевые объекты. То есть, когда мы взаимодействуем как сетевые объекты, мы тогда, ну, как бы имеем один уровень иерархических отношений, и мы тогда можем обмениваться более эффективно этой информацией, да, то есть, чем мы, когда локально. Поэтому налаживание сетевых связей через вот светлицы, и в частности, через светлицу энергии времени, оно будет полезно тем, что мы можем начать взаимодействие на энергетическом уровне именно уже другого плана, как на уровне энергетики сети. Потому что структура энергии времени, она создавалась как сетевая структура. Поэтому если вы с ней будете взаимодействовать, то вот обратите внимание на вот эти сетевые эффекты. Если обращаться к ней как за поддержкой именно энергетической, то это энергия сетевых отношений, которая дает совершенно другой уровень реализации. Спасибо. Вот мы с вербочками и с другими растениями сегодня повзаимодействовали через вот наши космические связи через энергию времени. И опять хочу обратить именно на структуру энергии времени, которая тоже используется, да, потому что мы
через энергию времени можем не только время тратить, да, то есть свое время жизни, но мы можем еще созидать. То есть то, что мы вот делаем, это мы пытаемся из нашей собственной энергии создавать новое время жизни. И вот в таких коллективных отношениях у нас есть возможность на самом деле наращивать собственный энергетический потенциал. Не только мы его тратим, да, то есть, поэтому карточка энергии времени, она позволяет, если при настройке на мир как на целое, да, то есть как на нечто единое с ним, проявлять свои творческие способности, ну, не обязательно как бы вот там писать стихи там или рисовать или еще что-то, а в любом деле, в которое мы начинаем вкладывать душу, мы начинаем этим делом заниматься, получая от этого удовольствие, мы можем его использовать как созидательный процесс и свою энергию времени увеличивать, а не только тратить. То есть это вот, в анонсе-то я сказал, а что-то как-то вот не проговорил это. Поэтому особенно это, говорю, эффективно в коллективных взаимодействиях. Поэтому вы можете, например, использовать ту же структуру энергии времени, да, то есть взаимодействовать с человеком с каким-нибудь, да, то есть и тем самым через обмен некими положительными состояниями, ну вот как мы сегодня, да, вот в практике, то есть мы начали говорить о хороших вещах. То есть поэтому мы можем другому человеку рассказать что-нибудь хорошее, что с вами произошло, что вы увидели, где-то вы заметили. Или спросить, что у него хорошего произошло. И вот на вот таком взаимодействии, через структуру взаимодействия энергии времени, тем самым наращивать энергетический потенциал и у этого человека, и у себя. То есть вот такая вот как бы практика, ради чего мы, собственно говоря, сегодня все ее затеяли, чтобы ее немножко вот ощутить. Я думаю, что вы это можете обратить внимание на событийный ряд, опять же, когда вы будете вот в течение недели, что будет происходить и как это будет в вашей жизни отображаться. Большое спасибо вам за сегодняшнюю встречу. У нас даже дачный сезон, я смотрю, не смущает. У нас народ все равно собирается. Хотя удачу мы все равно создаем вот в таких коллективных действиях. Время удачи, потому что создание энергии времени – это создание времени удачи. Поэтому, когда мы создаем, вот начинаем замечать эти чудеса и прекрасное, мы тем самым вот и создаем это время, которое будет у нас проявляться в нашей удаче, причем в коллективной. Так, ну что ж, большое спасибо, хорошего дня всем, праздником, поем песенку. Ку-ку. Ку-ку, Бай-бай. бай-бай. Спасибо. Всех с С праздником. праздником! До свидания. До новых встреч. Спасибо, с праздником. Да, до новых встреч. Спасибо.